С начала полномасштабной войны в феврале прошлого года белорусские власти оказывают помощь России. Это предоставление территорий для размещения войск и нанесения ракетных ударов, тренировки российских мобилизованных на белорусских базах, передача России нашей военной техники и многое другое. Кроме того, российские военнослужащие в начале войны заходили в северные области Украины прямо из Беларуси. Все это закономерно привело к тому, что против нашей страны ввели новые санкции в дополнение к тем, которые уже были. Сегодня мы вместе с нашим партнером, украинским 24 каналом, вспомним главные ограничения, с которыми столкнулась Беларусь из-за участия в войне, и объясним, как это влияет на жизнь простых белорусов. И напоминаем, что будем рады лайку и подписке, если для вас это безопасно. Евросоюз, США и отдельные страны с февраля прошлого года ввели немало разных санкций в отношении Беларуси. Многие из них касаются конкретных людей, и на простых граждан это не влияет вообще никак. Вот в самом начале войны под санкции Евросоюза попали несколько десятков представителей белорусских вооруженных сил, которые оказывали помощь российским войскам в проведении военной агрессии. Но персональными санкциями дело не ограничилось. Весной 2022 Евросоюз наложил ограничения на торговлю разными товарами с Беларусью. Например, теми, которые используются для производства табачных изделий, минерального топлива, углеводородных продуктов, продуктов из калия, изделий из древесины, цемента, железа и стали. Действуют санкции и в отношении товаров и технологий двойного назначения, в том числе тех, которые могут использоваться в военных целях. Весной 2022 года от системы SWIFT отключили несколько банков: Добробыт, Банк развития Республики Беларусь и Белагропромбанк, а чуть позже Белинвестбанк. Под ограничение попал Белорусский Нацбанк. Государственным предприятиям запретили пользоваться услугами в отношении своих акций на торговых площадках ЕС. А всей Беларуси в целом запретили предоставлять евробанкноты. Другие санкции касаются поставок в Беларусь товаров и технологий для авиации, полупроводников, микросхем, оптики и огнестрельного оружия. В общем, всего того, что может быть использовано в военных целях. Еще одна крайне серьезная для нашей страны вещь — запрет белорусским грузоперевозчикам работать на территории Евросоюза и даже ездить там транзитом. Еще из-за войны Беларусь полностью утратила Украину как рынок сбыта для своей продукции нефтепереработки. А именно туда до войны экспортировалось больше всего такой продукции, в частности топлива. Теперь всего этого нет. А Евросоюз ввел санкции против нефтепродуктов из Беларуси еще до начала войны из-за посадки самолета Ryanair в Минске. То есть война вообще отрезала Беларусь от своих главных рынков сбыта продуктов нефтепереработки. То же самое касается и калия. Его экспорт тоже находится под санкциями, и вводились они еще до начала войны. Все это привело к тому, что Беларусь фактически отрезана от большей части торговли с соседними странами. Осталась Россия, и только благодаря помощи Путина режиму Лукашенко удается экспортировать и тот самый калий, и нефтепродукты. Вот калий раньше ехал через литовские порты, а теперь через российские. Само собой, возить его приходится дальше, вплоть до Владивостока, то есть издержки выше. Но белорусским властям повезло, что цены на калий сейчас очень высокие, хотя надо понимать, что эта ситуация может измениться. Ограничений много, но для обычного человека все эти цифры и документы могут выглядеть сложно и непонятно. Но правда, кому какое дело, что Беларусь теперь возит удобрения через Россию, а не через Литву? Здесь важно помнить одну простую вещь. Эффект от разных санкций выражается в том, что Беларусь, как государство, очень слабо развивается. В первую очередь страдает ее экономика. Соответственно, страна может потратить меньше денег на нужные вещи, дороги или больницы. Если посмотреть на динамику роста ВВП за последние 10 лет, до 2022 года, то выходит, что в среднем экономика нашей страны росла плюс-минус на процент в год. А в 2022, после начала войны, ВВП упал почти на 5%, то есть страна в развитии откатилась примерно на 5 лет. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2023 году Беларусь сможет отбить всего 0,7% этих потерь, а в 2024 1,2%. То есть государство теряет целые годы. В бюджете становится меньше денег, а это может привести к уменьшению финансирования социальной сферы, образования, здравоохранения. Меньше денег будет на дороги, на мосты, на ремонт коммунальной инфраструктуры. Другие ограничения, которые вводятся в том числе из-за войны и ее последствий, тоже прямо касаются белорусов. Вот Литва после появления в Беларуси наемников ЧВК Вагнера закрыла 2 пункта пропуска на границе, а это значит, что ездить в ЕС станет труднее. Из-за ограничений западные компании боятся связываться с Беларусью
Белоруссию и на всякий случай прекращают финансовые операции и с компаниями из нашей страны, и с простыми физлицами. То есть юрлица не могут пользоваться западными программами на компьютерах, которые нужны для работы, а обычные люди теряют доступ к западным сервисам, например, к тем, которые работают по подписке. Но одно дело, когда не играет музыка в телефоне, а другое, когда перестают обслуживать и обновлять станки на заводе, и запчастей к ним уже не достать. У граждан перестают работать банковские карты за рубежом, становится трудно или невозможно делать денежные переводы. В Беларусь боятся отправлять финансовые средства, а это значит никаких инвестиций даже на частном уровне. Из-за этого бизнесы, например IT, просто уезжают из страны вместе со своими платежеспособными сотрудниками. А ведь до войны IT-сектор, то есть информация и связь, был вторым по влиянию на формирование темпа белорусского ВВП, даже на фоне репрессий. А теперь он наоборот сокращается и тянет экономические показатели вниз. Из-за всего этого многие предприятия испытывают сложности, другие и вовсе закрываются, а самим белорусам становится сложнее найти работу с хорошей зарплатой. И все это эффект только от войны. А ведь санкции вводятся не только за помощь Лукашенко России. Множество ограничений связаны с репрессиями, которые в стране не останавливаются, и с потоками мигрантов, которых белорусские власти используют как инструмент давления на соседей. Более того, потолок по санкциям еще не достигнут, и у других стран есть еще больший запас ограничений, которые они могут ввести. Торговые санкции можно расширить вплоть до полного эмбарго. В США, например, есть механизм вторичных санкций, по которому там могут налагать ограничения не только на белорусские госпредприятия, но и на юрлица других стран, которые с ними как-нибудь взаимодействуют. И этот механизм в отношении Беларуси пока не работает в полную силу, поэтому дна в плане ограничений еще не достигли. Хорошая новость в том, что санкции могут снять, если режим Лукашенко перестанет оказывать России поддержку в войне и репрессировать собственных граждан. Но пока такого желания белорусские власти не проявляют.